В этом видео я попробую выжить 7 дней самым настоящим бомжом на улице посреди зомби-апокалипсиса. Правила этого мини-челленджа просты. Нельзя заходить в здания, магазины, дома, склады, все под запретом. Лут только с улицы и зомби. В мусорке разные контейнеры, лежащие на земле предметы. Запрещено смотреть лут в машинах. Наш бомж хоть и плевал на социальную жизнь и общество, но с уважением относится к частной собственности. Спать можно только под открытым небом. Лавочка, стул, земля. Можно, конечно, и в кровати, если такая найдется посреди улицы. Еда и оружие. Все, что найдется, не нарушая первых правил. И никаких машин. Бомжи не имеют машин. Тут все просто. А в общем, цель продержаться 7 дней в таком режиме. Да, еще вкратце пройдемся по характеристикам бомжа. Хотя вкратце не получится. Безграмотный и плохо обучаемый, как второстепенная причина его нынешнего положения. Длительное заживление, скорее из-за антисанитарного образа жизни. Клаустрофобия стала главной причиной его легкомысленного решения уйти жить на улицу. С этими перками вроде все понятно, а вот положительных перков у него вышло много, но их положительность обманчива. Железный желудок, годы практики или исследований мусорных баков. Легконогий и грациозный, обычно только когда выпьет. Кошачье зрение, чисто для видео, чтобы ночью было хорошо видно. Незаметный и скрытный, такие перки он получил пассивно от самого общества. Собиратель бутылок, стойкий иммунитет, потому что простерилизован изнутри. Турист и путешественник, побывал во всех уголках города и переловил всех городских голубей. Организованный, широкий ассортимент их карманов иногда поражает. Крепкий дебошир, когда на одну мусорку 3 бомжа выживает сильнейший. Толстая кожа, это больше похоже на защитный слой грязи. Знакомьтесь, Петр Петрович, обычный бомж в обычной среде обитания, пытается найти что-нибудь съедобное на завтрак. С началом зомби-апокалипсиса мусорные баки перестали пополняться, и все уже не так радужно, как раньше. А еще эти зомби вечно хотят его слопать. Наивно попытался бороться с толпой ходячих, но безрезультатно. Бросился в бега, успел выхватить из контейнера рандомный пакет мусора и уже на ходу рассматривал его содержимое. Это был джекпот, стейк с его любимым уровнем максимальной прожарки, новый банный халат и шапуля для душа. Ковш. Ковш нельзя использовать как оружие, а значит пошел на ковш. Убегать с автозаправки он не желал, потому что это была его территория. Он здесь жил последнее время. И, сделав круг, вернулся к мусорным бакам на заднем дворе. В одном из них нашлось изношенное мачете. За неимением лучшего это было лучшим его оружием. Попробовал опять отбить здешнее место. Но все четно. Лучшим решением было свалить куда подальше. Но его остановила очередная мусорка. Ох уж эти бомжи. Тут я по своей оплошности не заметил запечатанную банку пива. И вновь завязалась драка. Одолев этих зомбарей, Петрович с горечью на сердце решил снять свои лакшери-шлепанцы, обменяв их на практичную обувь. Заодно обжился и новой рубашкой. И тут я снова пропустил банку пива. Прости меня, Петрович. Спрятавшись за углом здания, доел недоеденный кем-то хрустящий рис. А тем временем дождь не прекращался и промочил Петровича до самых отсутствующих трусов. И чтобы хоть как-то согреться, он надел свой новый банный халат и шапулю для душа. Если честно, этот дождь меня слегка бесит. Первый же день выживания, в первую попытку этого челленджа, и такая погода. Да еще и для бомжа, которому негде спрятаться. Опа, чипсы. Эх, пустая пачка. А вот фаршик — это тема. Ну вот куда идти в такую погоду? Решил Петрович пойти обратно, в сторону заправки. Там ему повезло обжиться каким-никаким оружием и сладостями. Нашел единственное место, где ему можно быть и где не льет на голову. Но его быстро выкурили с этого укрытия. И чем мне погода не понравилась в начале? Нормально же было. Так Петрович попал в положение близко к заднице. Ходил кругами вокруг зданий, отбивался от нападок зомби. Немного посидел тут, немного там, призадумался о своем бытие еще где-то.
А пока он бродил в тумане, первый день подходил к концу. Нужно было найти место, где можно переночевать и не быть съеденным. Насчет просохнуть такие варианты даже не рассматриваются. Так, здесь вроде безопасно и есть спальное место. Хотя, какая безопасность, о чем это я? Забрел на территорию складов, она ограждена высоким забором. Можно попробовать здесь пересидеть ночь. Заприметил буйного зомби с сумкой. Такая вещь нам не помешает. У него даже сигареты были. Какое счастье. Никакое. Спичек-то у Петровича не было. Вот так сидишь себе тихо, не отсвечиваешь, а тебя все равно находят. И только далеко за полночь бомжу стало безразлично на погодные условия, и он смог уснуть. Проснулся спустя всего несколько часов. Заболел, не выспался, замерз. Нужно найти хоть какое-то укрытие, потому что 7 дней он так точно не протянет. Но о каком укрытии может идти речь, когда его пердежный кашель собирал за собой всех гнилых с района? Каким бы крепким альфа-бомжом он ни был, но для бездумного человека плохая погода – это приговор в зомби-апокалипсисе. Шанса оторваться уже не было, и Петрович принял свой последний короткий бой. Так закончилась история Петра Петровича, но не мои попытки пройти это 7-дневное испытание. Знакомьтесь, это Степан. Все его характеристики аналогичны предыдущему персонажу. Мир с теми же настройками, но создан заново. И первое, с чем мне и Степану соответственно повезло, это погода. В первых же мусорках нашел орудие для убийства зомби. К сожалению, одноразовое. Но не стоит отчаиваться, Степан с рождения был любимчиком удачи. Да, он бомж, у него ничего нет, но по крайней мере он светлее Петровича. Стратегия выживания будет прежней, просто лутаем все мусорки, убегаем от зомби, при необходимости вступаем в бой. И параллельно с этим подыскиваем место, где можно пересидеть ночь. И такое место нашлось. Нет, не здесь. Крыша здания, это же не внутри помещения. И по-прежнему под открытым небом. Ночью Степану очень не хватало мягких мешков с мусором, а потому уснуть на твердой крыше он смог только в 5 утра. Проснулся уже после обеда, и тем не менее спать по-прежнему хотелось. Очевидно, что в таких условиях полноценно отсыпаться не получится. И как вариант, можно попробовать затащить что-нибудь для сна на крышу. Но это потом. Сейчас же для Степана стояла острая необходимость найти какой-нибудь жидкости для утоления жажды. Перерыл множество мусорок, чего там только не было, все что угодно, только не вода. Вдруг в отчаянных и пересохших глазах Степана замаячило спасение, поилка для птиц. Фальшивка, ебаный. Вот же интересно получается, в первом забеге дождь размочил Петровича до костей, а здесь Степану, видимо, суждено засохнуть. Окончательно выбившийся из сил Степа решает забить на жажду и голод. Нужно было срочно где-то остановиться в безопасности и передохнуть. Хотел забрать шезлонг с собой для удобного сна на крыше, но вынужден был бросить эту затею из-за подходящих к нему зомби. Все, больше не было сил убегать, нужно где-то спрятаться. В поле зрения попала пожарная лестница, ведущая наверх к спасению. И то ли из-за глупой спешки или из-за сильной усталости Степана прямо на лестнице кусает зомби. В полной панике и ужасе бомж пытается убежать прочь. Но куда? В таком состоянии далеко не убежишь. И как назло уже успела собраться толпа зомби. Степа делает отчаянную попытку выбраться на крышу. Вот так я потерял второго бомжа и весь позитивный настрой для продолжения этого челленджа. И если вам интересно, буду ли я пробовать снова, Буду и буду. на этот раз обойдемся без прелюдий. Показываю все как есть с самого начала. Появляемся в рандомном доме, выбрасываем из карманов весь лут и выбегаем на улицу. Все, с этого момента появляется новый бомж. Никаких телепортов к заправкам, кафешкам и центр города. Пускай будет старт на окраине населенного пункта. Но скорее всего бомжу придется двигаться к центру, ведь мусорок там больше всего. И вот я с багажом знаний из прошлых попыток решаю найти место для сна с самого начала, пока есть силы. И ведь сразу же нашлось. Тут бомж, скорее всего, и будет ночевать. В этом же дворе нашелся запас досок для боя. На изношенный ключ надежды мало.
А то, что бомж обнаружил дальше, поменяет весь ход этого челленджа. Колодец с бесконечной водой и просто шикарный огород с овощами. Теперь с наличием этого всего в одном месте, смею предположить, что шансы бомжа значительно выросли. Видимо, осталось всего лишь просидеть 7 дней на одном месте. Да, похоже, все будет не так просто. Все, что успели, эти твари вытоптали. Все, что успел, этот бомж спас. Ладно, не страшно, главное, колодец есть. Сейчас уже моя любимая еда — вода. Вот и подошел к концу насыщенный первый день. Бездомный воин решил, что на сегодня с него хватит и можно дождаться завтрашнего дня на крыше. А стул, который он прихватил с собой, оказался непригоден для сна, и ему пришлось просто сидеть до самого утра, пока усталость не позволит уснуть прямо на земле. Проснулся после обеда. Кстати, я еще не говорил, этого бомжа зовут просто Борис. Борис после неудобного сна пошел зачистить ближайшие дворы от зомби и заодно найти что-нибудь, на чем можно спать. Вот, другое дело. Третий день бомж провел на своем районе, зачищая его от приходящих зомби. Ночью проснулся от головной боли, и до самого утра она не давала ему уснуть. Потому от скуки на рассвете пошел собирать себе полезный завтрак, плотно покушал и чуть позже смог уснуть. Ночью из-за очередной бессонницы отправился зачищать улицу. На пятый день Боря из-за нехватки никотина в крови пошел стрелять огоньку. Ему ранее уже удалось найти пару пачек сигарет, но спичек у него до сих пор не было. Все, кого он встречал, были заядлые спортсмены, и только спустя не один десяток зожников ему удалось найти того единственного курягу с зажигалкой. И вот он, момент блаженства. Теперь Боря курил при первой любой возможности, а еще какая-то дрянь поселилась в здании под ним, из-за чего он не мог уснуть, и только переставив свой храподром на другую часть крыши, уснул как младенец, вонючий и небритый. День 6. Мне кажется, Борис уже достаточно сильно освоился в этом мире. Его не страшит никакая заварушка, он сам любит устраивать этот движ. Он может сожрать любое дерьмо, кроме дерьма. Одно, что мне не нравится в этом челлендже, это однотипность каждого дня. И тем не менее осталось немного, что может пойти не так. Проснувшись, Боря обратил внимание, что на звуки вертолета никто не шел. Видно, он хорошо зачистил ближайшую территорию. Хотя, как мы знаем, весь движ от вертолета начинается на следующий день. И в этот раз исключений не произошло. Последний день челленджа и такая подстава. Конечно, есть вариант просто пересидеть его на крыше. Но кто так вообще делает? Просто Борис решает, что он в силах с ними справиться. И каким-то странным образом спрыгивает с крыши. Не, ну это маленечко перебор. Тут Борин пыл подутих, и в голову пришла идея получше, чем тупо пытаться перебить всю толпу. Короче, повел он их кругами, полями, дворами, лесами, подальше от своего убежища. А когда общая орда разбилась на компании поменьше, начал методично и хладнокровно всех пиздить. Да так увлекся, что забрел в центр города посреди ночи, где уже дрался с бывшими бомжами. И, получив серьезное ранение, сменил свой курс в сторону своего временного убежища. Но дорога обратно оказалась нелегкой, в очередной схватке ему наносят смертельное ранение. Нет, он не умер, но было близко. Из-за сильной общей усталости приходилось часто переводить дух, что чуть не стоило ему жизни. И тем не менее, этот уличный исполин добрался до пункта назначения. 7 дней позади, а значит, свой мини-челлендж мне удалось пройти, хоть и не с первого раза. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, если это видео вам понравилось. Всем спасибо за просмотр.